Что вы знаете о греках в Советском Союзе? Скорее всего, почти ничего, как и я еще совсем недавно. А ведь это история сотен тысяч людей, от берегов Крыма до степей Казахстана. История народа, чьи предки веками жили в Причерноморье еще задолго до появления там каких-либо государств. Но затем пришла советская власть. Почему греки стали жертвами сталинского режима? Что произошло в ночь на 15 декабря 1937 года? И как целый народ прошел путь от своего города в Приазовье до спецпоселений в Центральной Азии? В общем, давайте разбираться. Для начала давайте отмотаем немного назад, примерно на 2700 лет. Эллины на северных берегах Черного моря появились еще в 7-6 веке до нашей эры. Греческие мореплаватели, прибыв на новые земли, начали основывать колонии на побережье Крыма. Так появились города, которые мы знаем до сих пор. Пантикопей, современный Керчь, Херсонес, он же Севастополь, Киркинетида, это Евпатория, Феодосия и многие другие. Немногим позже много греков осело в Центральной Азии, придя туда вместе с армией Александра Македонского. Но ближе к началу нашей эры они буквально растворились среди местного населения, в отличие от греков, осевших на Черноморском побережье. Время шло, империи сменялись. Сначала римская, потом византийская, затем власть генуэзских купцов и Крымского ханства, а греки продолжали жить столетиями в своих общинах, на своих местах. Так продолжалось вплоть до 1778 года. После русско-турецкой войны 1768-1774 годов Крымское ханство формально стало независимым от османов, но фактически находилось под сильным влиянием России. Правительство контролировало ситуацию через Шахингирея, последнего крымского хана. Так, по приказу Екатерины II, дабы ослабить Крымское ханство и заселить пустующие степи Приазовья, греков подвергли первой депортации. Насколько эта депортация была насильственной, вопрос спорный, но так или иначе крупные греческие общины помимо Крыма возникли на северном побережье Азовского и Черного морей. Именно тогда на побережье Азовского моря греки-переселенцы основали город Марии, Мариуполис. Да, тот самый. А вокруг него возникли множество греческих деревень, многие из которых получили те же названия, что и оставленные поселения греков в Крыму. Также крупные общины греков возникли в Ростове-на-Дону, Таганроге, Одессе, и даже одна возникла в Мелитополе. Правда, там община была совсем немногочисленной, по некоторым оценкам всего несколько сотен человек. Первую половину XIX века, после череды русско-турецких войн, из-за религиозных и политических преследований, а также экономического кризиса, греки активно переселялись из Османской империи в царскую Россию. Даже после обретения Греции независимости в 1821 году греки не особо стремились на историческую родину. Кроме того, Россия активно поощряла переселение единоверцев-христиан. Так, после завоевания Кавказа, царское правительство пригласило туда понтийских греков на место изгнанных мусульманских народов. Понтийские греки — это греки, жившие еще со времен античности в северо-восточной части Малой Азии, это современная Турция. Таким образом, самая крупная греческая община на Кавказе возникла в Грузии, в районе города Цалка. Затем греков оттуда так и стали называть — цалкинские греки. На момент 1897 года, согласно переписи населения, на территории империи проживало около 200 тысяч греков. Занимались греки сельским хозяйством, выращивали табак, винограды, цитрусовые. Некоторые зарабатывали торговлей и рыбной ловлей, другие служили на флоте. В целом, ничего необычного. Обыкновенное занятие для людей тех времен. Так, в Приазовье на Кавказе образовались крупнейшие греческие общины за пределами самой Греции. И именно этим людям через несколько десятков лет предстоит столкнуться с событиями, которая изменит их судьбу на 180 градусов. Пиндосы. И нет, это не те, о ком вы подумали. Так в простонародье насмешливо называли греков. По самой распространенной версии происхождения этого слова, произошло оно от названия гор Пинд в Северной Греции. Оттуда обычно прибывали самые малоимущие и неграмотные переселенцы, а затем со временем этим словом стали называть вообще всех греков. Но несмотря на это, греки спокойно жили на территории империи, а затем и Союза,
практически не зная проблем. Как и в поздней царской России, так и в раннем СССР греки и их культура были частью общественной жизни. Открывалось все больше греческих школ, выпускались газеты на греческом языке и даже создавались греческие театры. Помимо этого, в Советском Союзе было создано 4 греческих национальных района. 1 на Кубани и 3 в Донецкой области Украины. Это было частью политики коренизации, которая была направлена на укрепление лояльности нерусских народов, продвижение местных кадров в госаппарат, внедрение родных языков в дело производства и образования, а также на поддержку национальных культур. И все бы ничего, если бы не одно но. После коллективизации и раскулачивания в начале 30-х, которое добралось и до греков, в национальных общинах которых это приобрело масштаб национальной трагедии, национальное строительство было отодвинуто на второй план из-за социально-экономических проблем. Правительство больше не видело смысла в автономиях национальных меньшинств. Но чтобы их ликвидировать, нужно было найти веский повод. И долго его искать не пришлось. В 1937 году НКВД начинает операцию против шпионско-диверсионных контингентов. Под эту категорию подпадали немцы, латыши, поляки, румыны, финны, иранцы, китайцы и прочие национальные меньшинства, как иноподданные, так и граждане СССР. Но с какого перепугу? Советский Союз еще с конца 20-х жил в постоянной паранойе, что вот-вот на них кто-то нападет. Государство видело в каждом человеке иностранного происхождения потенциального диверсанта и шпиона, а значит, с ними нужно бороться самыми радикальными методами. С идейными коммунистами и госслужащими тоже особо не церемонились. Первыми под каток репрессий чекистов попали поляки и немцы. Затем пришла очередь румын, латышей и харбинцев. Только вдумайтесь, по фиктивным обвинениям в работе на иностранную разведку и участии в подпольных организациях было расстреляно, внимание, 100 тысяч поляков, 40 тысяч немцев, 16 тысяч латышей, 9 тысяч финнов, почти 8 тысяч эстонцев и 5 тысяч румын. Затем, 11 декабря 1937 года, нарком НКВД Николай Ежов подписывает директиву номер 50215, которая предписывала начало репрессий и против греков. Материалами следствия устанавливается, что греческая разведка ведет активную шпионско-диверсионную и повстанческую работу в СССР, выполняя задания английской, германской и японских разведок. В целях пресечения деятельности греческой разведки на территории СССР приказываю 15 декабря сего года одновременно во всех республиках, краях и областях произвести аресты всех греков, подозреваемых шпионской, диверсионной, повстанческой и националистической антисоветской работе. Арестовывали практически всех греков-мужчин, независимо от рода деятельности, гражданства и позиции во власти. То есть, если ты мужчина старше 16 лет, добро пожаловать. Цитата все из той же директивы. Аресту подлежат все греки, греческо-подданные и граждане СССР следующих категорий. А. Находящиеся на оперативном учете и разрабатываемые. Б. Бывшие крупные торговцы, спекулянты, контрабандисты и валютчики. В. Греки, ведущие активную антисоветскую националистическую работу. Г. Политэмигранты из Греции и все греки, нелегально пребывавшие в СССР, независимо от страны, из которой они прибыли. Д. Все осевшие на территории СССР греки, так называемые закордонные агенты ИНО НКВД и разведывательного управления РККА. И вот еще одна цитата. При необходимости производства арестов лиц командного и начальствующего состава, имеющих военные и специальные звания, а также специалистов и лиц, входящих в номенклатуру ЦК, запрашивать санкцию НКВД СССР. Вы не подумайте, что я тут слишком душню, просто это важно для погружения в ситуацию. С методами чекисты тоже не церемонились. К людям вламывались в дома посреди ночи, при сопротивлении могли дать прикладом в зубы, арестовывали и уводили. Вот более гуманный пример. Федора Цимидана из села Стыла Донецкой области пришли арестовать в тот самый момент, когда у супруги начались родовые схватки. Но он сумел договориться с милицией и сперва будущую мать отвезли в роддом, а потом будущего отца в тюрьму. Дочь сможет его увидеть только через 15 лет. Операция проходила одновременно по всему Союзу. В Украине, на Кавказе, в Крыму, Краснодарском крае и даже в Казахстане. Я уже упоминал, что загребали практически всех лиц, кто старше 16 лет, но тут есть еще одна деталь.
Из Москвы иногда присылали телеграммы с разнарядкой арестовать определенное количество греков. То есть давали некий план и гребли просто всех подряд, у кого был хотя бы намек на греческое происхождение. Все та же директива постанавливала о результатах операции по арестам донести к 18 декабря. О ходе следствия доносить пятидневными сводками с сообщениями итоговых цифровых данных и наиболее существенных и важных показаний. Но не могла же власть обезумить просто так. Могла. Но в том, что происходило с греками, была еще одна веская причина. В 1935 году в Греции была восстановлена монархия, а в 1936 в результате военного переворота установился правый режим в главе с Иоаннисом Метаксисом, который еще и запретил местную компартию. В этих условиях греки стали самой удобной мишенью, к тому же якобы легитимной в глазах самого Сталина. Ведь потерпев такое поражение, он должен был кому-то отомстить. А под рукой оказались греки. И тут уже было неважно, граждане они, не граждане. Хотя из 270 тысяч греков, проживавших в СССР в 1937 году, около трети имело иностранное гражданство, под каток попадали все. Основная волна репрессий продолжалась до марта 1938-го. По данным архивов НКВД, ее итогом стал арест около 30 тысяч человек. По меньшей мере, 4387 из них были гражданами Греции. Еще 1500 были лицами без гражданства. Свыше 90% всех арестованных были мужчины. До 20 тысяч арестованных были расстреляны. Примерно 200 человек умерло в тюрьмах от побоев и болезней. Остальных отправили в лагеря ГУЛАГа. Больше 1000 греков попали на Колыму в Севостлак, где почти каждый второй из них умер от холода, голода и непосильного труда. В число жертв греческой операции НКВД вошел и конструктор двигателей танка Т-34 Константин Челпан. Он был арестован в числе первых и позднее был приговорен к высшей мере. Вообще, заведенные дела на арестованных греков не особо-то и рассматривали. Судили их непривычные тройки НКВД, а особое совещание, в которое входил лично Ежов и прокурор СССР Андрей Вышинский. Из тюрем в регионах в Москву поступали списки с именами арестованных, как и в ходе прочих национальных операций. Это были эдакие сшитые из 200-300 листов с составленными на каждого человека делом альбомы, которые клали на стол лично Верховной двойки. На каждом листочке краткая информация по арестованному, обвинение и предложение, к какой категории его отнести. К первой – расстрел или ко второй – 10 лет лагерей. И как мы видим по числу казненных, особо они не раздумывали. По окончанию операции греческие школы закрыли, греческие книги изъяли из библиотек, а преподавание на греческом в других школах запретили. Для греков, живших на территории Советского Союза, это стало настоящей катастрофой. Но, как покажет история, это было только начало. 12 мая 1941 года. До начала Великой Отечественной войны остается чуть больше месяца, но об этом никто еще даже не догадывается. Государственный комитет обороны СССР принимает постановление о выселении иноподданных из Краснодарского края и Ростовской области. Целью всего мероприятия была очистка пограничных и прибрежных районов от лиц, не имеющих советского гражданства, ибо таких людей советская власть считала неблагонадежными. Под действие всего документа, помимо болгар, румын и прочих, подпадали и греки. Правда, быстро развернуть эту кампанию не получилось. 22 июня 1941 года немецкие войска вторглись на территорию СССР и стало как-то не до этого. Но как только стало ясно, что Блицкриг провалился, когда Москву отстояли и немецкую армию стали откидывать обратно на запад, власти вернулись к идее выселения с прифронтовых районов лиц, потенциально связанных с врагом. В марте 1942 года немецкие войска вплотную приблизились к Краснодару. А 4 апреля на свет рождается директива номер 157 за подписью Лаврентия Берии. Суть ее вместилась в несколько строк. От греков, иностранно подданных и от антисоветских, чуждых и сомнительных элементов должны быть очищены Новороссийск, Анапа, Темрюк и Керчь, населенные пункты Таманского полуострова, а также Туапсе. Начиная с 5 апреля все отделения НКВД прифронтовой зоны днем и ночью ведут работу по подготовке к выселению. В городах и районах составляются списки иностранных подданных, на 99% это были греки, и антисоветских, чуждых
и сомнительных элементов. В эту категорию попали представители всех национальностей. Среди них было немало русских, украинцев, белорусов, а также греков, граждан СССР. Определялись также станции сбора выселяемых, количество вагонов и военизированной охраны. Как мы уже помним, советская верхушка, а затем и все население, с начала 30-х жило в постоянной паранойе, в страхе вторжения. Последствием этого стали чистки в 1937-м, а теперь вторжение действительно случилось. И теперь очередное выселение стало логическим продолжением национальной политики 30-х годов. В итоге, в период с апреля по октябрь из Краснодарского края, Ростовской области и Азербайджана было депортировано около 8 тысяч греков. Участь их ждала незавидная. Людей грузили в спецэшелоны, состоявшие из товарных вагонов, и отправляли в Центральную Азию, в основном Казахстан, и в Сибирь, на незаселенные берега Енисея. Обычно людей вызывали в НКВД, или, приходя к людям прямо домой, под предлогом эвакуации разрешали взять с собой несколько вещей, сгоняли на железнодорожные станции, грузили в вагоны и отправляли на восток. Некоторые случаи действительно выглядели как эвакуация. Как пишет историк Иван Джуха в своей книге «Спецэшелоны идут на восток», уникальность апрельского выселения с Черноморского побережья Краснодарского края состоит в том, что оно действительно походило на эвакуацию. Греков увозили в самых обычных пассажирских вагонах. Этот дикий случай ничем другим, кроме отсутствия на тот момент приличествующих случаю скотовозов, объяснить невозможно. Но все же это исключительные случаи. Как пишет все тот же Иван Джуха, цитата: «При всем желании не получается рассматривать выселение греков 1942 года как эвакуацию. Если уж кого-то и эвакуировали с территорий, которые вот-вот займут немцы, так это скорее скот». Противоречие состояло в том, что хотя скот был социально полезным элементом, его гнали своим ходом, а социально опасных греков и прочих двуногих увозили по железной дороге в вагонах. Общими для обеих категорий эвакуированных были скотские условия, более привычные все же для коров и овец, но теперь становившиеся нормой и для людей. 1944 год. Красная армия возвращает контроль над Южной Украиной, Крымом и Северным Кавказом. И как и на прочих освобожденных территориях, видит в национальных меньшинствах коллаборантов, тех, кто сотрудничал с оккупационной властью. Сначала принялись за крымских татар. В кратчайшие сроки, менее чем за 3 суток, было выслано около 191 тысячи человек. Затем настала очередь других национальных меньшинств. В своем письме Сталину Лаврентий Берия в том числе пишет, что значительная часть греков, особенно в приморских городах, с приходом оккупантов занималась торговлей и мелкой промышленностью. Немецкие власти оказывали содействие грекам в торговле, транспортировке товаров и так далее. То есть в то время, как татар, болгар и армян обвинили в сотрудничестве с оккупационной властью, греков обвинили в том, чем они по сути занимались и до прихода немецкой армии. Но этого было достаточно. Всего за 3 дня, с 24 по 27 июня, около 37 тысяч человек, из них 15 тысяч греков, погрузили все те же известные нам товарные вагоны и отправили в ссылку куда подальше. В Сибирь, на Урал и в Центральную Азию. Ужасы, сопровождавшие греков в этом адском пути, были все те же, что и 2 годами ранее. Дорога длилась неделями. Люди гибли от голода и болезней. Трупы выбрасывали прямиком на железнодорожные пути. В общем, все в лучших традициях советской власти. По прибытию в места ссылки греков селили в спецпоселениях, в бараках по несколько семей в одной комнате. Голод, болезни, практически что арабский труд – все это лишь усугубляло положение сосланных. А если ты пытался покинуть 25-километровую зону спецпоселения, добро пожаловать на 20 лет каторги. Даже греков, которые воевали в рядах советской армии, после победы и возвращения домой ждала та же самая участь. Но греков, уже испытавших на себе все прелести советского режима, ждала еще одна волна. Греция, 1944 год. С уходом немцев там развернулось противостояние между левыми и правыми силами, которое в 1946 году вылилось в гражданскую войну. Левых поддерживал СССР, правых – Великобритания и США. Коммунисты в итоге потерпели поражение, и это не то чтобы сильно понравилось товарищу Сталину. Недоверие к грекам усилилось.
особенно к тем все еще многим, имеющим греческое гражданство. Их начали подозревать в симпатиях к Греции, в связи с иностранцами и шпионской активности. Где-то мы это уже слышали, вам не кажется? И вот 29 мая 1949 года выходит секретное постановление Совета министров СССР номер 2214-856 СС об обеспечении перевозок, расселения и трудового устройства поселенцев с территории Грузинской, Армянской и Азербайджанской ССР, а также побережья Черного моря, которое предписывало, цитата, «обязать Министерство внутренних дел СССР расселить выселяемых дошнаков в Алтайском крае, турецких граждан, турок, не имеющих гражданства, и бывших турецких граждан, принятых советское гражданство, в Томской области, греческих подданных, бывших греческих подданных, не имеющих в настоящее время гражданства, и бывших греческих подданных, принятых в советское гражданство, в Южно-Казахстанской и Джамбулской областях Казахской ССР, обеспечив конвоирование выселяемых, перевозку по железной дороге и водным путям, надзор за ними в местах поселения, исключив возможность побегов, а также трудоустройство их». Операцию поручили Министерству государственной безопасности, и получила она название «Волна». Началась она в ночь на 14 июня и проходила по уже известной нам схеме. Людям приходили ночью, давали несколько часов на сборы, вели к станциям и грузили в товарные вагоны. Вот только масштаб в этот раз был куда размашистей. Под каток депортации попали воевавшие на фронте, члены Компартии, госслужащие. За время операции депортации подверглись около 57 тысяч человек, приблизительно 37 тысяч из них были греками. Людей ссылали в основном в Казахстан, Узбекистан и Сибирь. Расселяли их во все те же бараки в спецпоселениях. Условия жизни хуже скотских. Принудительный труд, запрет покидать место проживания. В общем, все по классике. Наша песня хороша, начиная сначала. По разным оценкам, общее число греков, пострадавших от репрессий, учитывая как и 3 волны депортации в 40-х, так и коллективизацию и операцию в 1937-м, варьируется от 100 до 120 тысяч человек. Но в конце 1949-го греческую общину в СССР ждало неожиданное пополнение. Коммунисты проиграли гражданскую войну в Греции, и им нужно было куда-то бежать, куда-то спасаться от правительственных сил. И спасаясь целыми семьями, уходя через порты на тот еще момент дружественной СССР Албании, греческие коммунисты оказались, ну вы правильно догадались. Затем все бывшие партизаны оказались в Узбекистане. Для них в Ташкенте и в близлежащих населенных пунктах были организованы жилые городки, в которых расселили 12 тысяч греков. Условия были чуть лучше. Дома все же были и кирпичные, хоть и переоборудованные со старых тюрем и лагерей. Да и селили в комнате не по 3-4 семьи, а по 2. Остатки этих городков можно увидеть в современном Ташкенте. Они так и называются – греческие городки. Но почему же советская власть так ополчилась на греков? Существует несколько возможных причин. Сталина могла раздражать религиозность греков, ведь действительно число атеистов среди них было мизерное, а мы прекрасно знаем, как Сталин боролся с религией. Второе, многие из них просто не принимали советского гражданства и жили по сути как иноподданные или лица без гражданства, если срок действия паспорта истек. Третье, их могли выселить из Крыма, просто за компанию с другими. Да и ГУЛАГу постоянно нужны были новые люди. Но самое вероятное, четвертое, на которое сходится мнение многих историков, это поражение греческих коммунистов в гражданской войне. Сталин потерпел политическое поражение в 30-х и военное в 40-х. И мог таким образом просто мстить грекам. Но все это не оправдывает жестокости, которой подверглись греки за все эти годы. Десятки тысяч судеб были сломаны выстрелом в голову. Многие, оказавшиеся в ссылке, так уже никогда и не смогли вернуться домой. Но как они жили? Жизнь в спецпоселениях, куда расселяли депортированных, была далеко не райской. У людей отбирали практически все, кроме, пожалуй, некоторых вещей, которые они успевали прихватить с собой прежде, чем их затолкают в товарный вагон. Греки попадали в необустроенные районы, очень часто туда, где не было вообще ничего. Большинство людей селили в бараках по 3-4 семьи в одной комнате. Условия были адскими. Первым врагом был голод. Зимы, что в Центральной Азии, что тем более в Сибири в середине прошлого века, не были мягкими. Люди без необходимой одежды, в неутепленных бараках и землянках просто замерзали насмерть. Вторым врагом был голод. Тысячи заключенных умерли от истощения, авитаминоза, цинги, пелагры
и прочих последствий ужасного питания. Помимо этого, ссыльным приходилось даже не работать, пахать, словно рабам. В основном это была лесозаготовка, промывка золота, если рядом были прииски, работа в шахтах и прочий неквалифицированный труд. Вкалывать приходилось местами по 16 часов в день, за что иногда и ломаного гроша не платили. Все это не особо способствовало благополучию людей. Людей косили и болезни, такие как дифтерия, туберкулез и все возможные виды тифа. А такие мелочи, как комендантский режим, постоянные отметки у коменданта и запрет на покидание места проживания – это уже формальности. Но несмотря на запреты, греки старались сохранить язык, традиции, православные обряды, песни и кухню. Не забывать, кто они и откуда. Таким образом, в местах поселения образовывались своего рода греческие кварталы, где культура и традиционный быт хоть как-то сохранялись. Ну а что греческие коммунисты? Как их вообще приняли в Советский Союз, если Сталин так яро боролся с греками? А они идейные коммунисты. Это другое. И условия для них были тоже немного иными. Как уже было упомянуто, селили их в кирпичные дома, а не в деревянные бараки. И по 2 семьи в комнату, а не по 4, что уже делало их положение более привилегированным. Помимо этого, у братьев по идеологии был совсем иной статус. Жизнь была намного свободней, им разрешалось учить язык, выпускать газеты и журналы, вести культурную деятельность. В Ташкенте даже появился греческий театр. Удивительный контраст, не правда ли? Но не могло же горе греческого народа продолжаться вечно. 1953 год. Умирает главный виновник всего мракобесия – Иосиф Сталин. Начинается постепенная десталинизация. Культ личности развеивают. Многие убежденные коммунисты, особенно в числе политэмигрантов, восприняли все это в штыки. Остальные же могли начать потихоньку выдыхать. Постепенно ограничения начали смягчать, а затем в 1956 году режим спецпоселенцев с греков был полностью снят. Греки теперь могли проживать в любой точке страны, за исключением Крыма. Однако многие все же не смогли вернуться в свои дома. Общины были разрушены, дома и имущество переданы новым владельцам, да и после стольких лет жизни на одном месте рано или поздно и его обживаешь. Политэмигранты же в 60-х годах начали постепенно возвращаться на родину, хоть и в 70-х этот процесс был прерван, когда власть в Греции захватила военная хунта, черные полковники. Но после свержения власти полковников репатриация в Грецию приобрела массовый характер. А уже совсем скоро произойдет событие, после которого сотни тысяч греков потянутся на историческую родину. 26 декабря 1991 года. Распадается Советский Союз. Здравствуйте, в эфире Вести. СССР больше нет. Греки, оказывается, разбросаны уже не на территории одной страны, а на территории 15 независимых государств. Греция принимает закон о репатриации понтийских греков из стран бывшего СССР, и тысячи греков начинают массово возвращаться на родину. Греческие общины на территории бывшего СССР стремительно пустеют. В Грузии греческая община сократилась от 100 тысяч человек примерно до 15 тысяч. В Узбекистане на период 1989 года проживало около 10 тысяч греков, а на сегодняшний день всего лишь несколько сотен. Ну а те немногие, которые остались на территории бывших постсоветских государств, до сих пор формируют местные общины, сохраняют культуру, язык и чтят традиции предков. Они не уезжают не потому, что забыли историческую родину. Кого-то держат обстоятельства, кого-то семейные связи, кто-то просто банально не хочет уезжать. Но это выбор свободных людей, а не распоряжение политической верхушки. 2500 лет назад греки пришли на берега Черного моря. Они строили города, торговали и занимались сельским хозяйством. Шли века, менялись империи и правители, а греки оставались там же. Им пришлось пройти через войны, переселения, жесточайший террор, товарные вагоны, спецпоселения и сотни тысяч искалеченных судеб. Но их история говорит нам одну вещь. Народ можно переселить, можно разрушить его города и разбросать по разным странам, но уничтожить память и идентичность невозможно. Потому что историю пишут не империи и государства, ее пишут люди, которые просто продолжают жить. Если зашел видос, не забудь поставить лайк и подписаться. Пиши в комментариях свое мнение, что думаешь по поводу этого ролика.
Или, может, у тебя есть какая-то интересная история, которую ты хочешь рассказать. Я буду очень рад это все почитать. До скорого!